Всем привет, друзья, с вами Ишхан. Сегодня я собираюсь поговорить с Леном Виксом, который переехал из Австралии в Армению и открыл свою большую гостиницу в деревне Арени. Мне интересно узнать, как он решил переехать в деревню и с какими трудностями он там столкнулся. Приятного просмотра. Лен Викс – авиационный специалист с 45-летним опытом. Работал в различных международных организациях. Кроме этого, занимался продвижением Армении и армянской культуры за границей. Написал роман об Армении. Разработал благотворительную программу помощи различным проектам в деревнях Армении. В феврале 2022 года он переезжает с семьей в центр виноделия Армении, деревню Арени, и открывает гостиницу Арени Лодж. Лен, спасибо большое, что нашел время и принял приглашение на интервью. Расскажи, пожалуйста, о себе и как ты впервые узнал об Армении. Спасибо, Ишхан, что приехал к нам. Я говорю «к нам», потому что говорю от лица меня и моей жены. Впервые со своей женой я познакомился в Грузии. Я очень много путешествовал в своей жизни. По образованию я авиационный специалист с 45-летним опытом, и одно из преимуществ моей профессии – это частые путешествия. В то время я работал на ООН, связывал и знакомил между собой страны, ориентируясь на международные стандарты безопасности. Я уже тогда знал об Армении, и у меня было большое желание помочь этой стране. У меня много друзей в Армении, в системе авиации. Но если быть откровенным, больше всего повлияли на мой переезд в Армению моя жена и два других человека, которых я знаю. И после многих лет в авиации я принял решение уйти на пенсию и переехать сюда. И как ты понимаешь, это было важным для меня решением. Не мог бы ты поподробнее рассказать о переезде? Мы купили участок земли несколько лет назад и планировали переехать сюда. События 2020 года ускорили реализацию наших планов. Это повлияло на мое решение досрочно закончить свою работу в ООН и уйти на пенсию. И как ты себе можешь представить, это было важное для меня решение. Приехать сюда и помогать, потому что мы, как многие люди по всему миру, каждый день переживали вместе с Арменией. И мы верили, что мы должны что-то сделать. Особенно это касалось молодых людей. Много молодых людей было потеряно. Мы подумали, что действительно должны сделать что-то полезное и значительное. В течение многих лет у нас была благотворительная программа Adopt a Village. Она связала нас со многими людьми. Но мы поняли, что чтобы добиться результата в нашей работе, нам нужно быть здесь. Чтобы благотворительность в такой стране, как Армения, работала, необходимо следить за работой вживую. Нужно быть рядом с людьми, чтобы мотивировать их. Так что это один из многих мотивирующих факторов, которые повлияли на наше решение переехать в Армению. Я заметил, что многие репатрианты или экспаты выбирают для переезда Ереван или Гюмри. Мало людей переезжают в деревни. Почему ты решил выбрать именно деревню Арени? Это хороший вопрос. И в некоторых случаях я немного критично отношусь к выбору Еревана. Потому что Ереван, на мой взгляд, не так нуждается в парках, статуях, вложениях. Сельская часть страны – вот та часть, которую нужно укреплять, если страны хотят выжить и развиваться. Возможно, это говорят мои швейцарские корни. Но нам нужно развивать экономику в деревнях, и особенно деревню Арени. Во-первых, в 2 километрах находится граница, поэтому этому месту нужна экономическая сила.
И молодые люди должны иметь возможности для развития. Ереван — это другая история. Конечно, он дает яркие возможности. Но нам нужно дать их для молодежи и здесь. Построить опору тут. И я говорю не только о туристической индустрии. Действительно, Орени имеет древнюю историю, красивую природу, но мы верим, что это может быть больше, чем туризм. Испытывал ли ты культурный шок, когда только переехал в Армению? Не мог бы ты привести пример какой-нибудь ситуации? Я счастливый человек. За свою жизнь я прожил в 5 разных странах. Думаю, что я перестал чувствовать культурный шок уже на моей 3-й или 4-й стране. Я прожил большую часть своей жизни за пределами своих родных стран, Австралии и Новой Зеландии. Конечно, всегда есть какие-то сюрпризы. Я бы солгал, если бы сказал, что это не так. Я думаю, больше всего меня удивила реакция местных жителей, которые были шокированы тем, что мы сюда переехали. Сейчас они уже привыкли к тому, как я выгляжу и какой я. Мне очень важно оставаться собой. Поэтому это был больше шок со стороны местных жителей, как я копаю и передвигаю камни своими руками, так как большинство бизнесменов тут не стали бы этого делать. Расскажу забавный случай. Однажды один прохожий спросил моего соседа, кому принадлежит этот участок. Мой сосед показал на меня, а я в этот момент шел по дороге с тачкой. Прохожий посмотрел на меня и не поверил этому, потому что я был одет в рабочую одежду и у меня были грязные руки. Я горжусь тем, что могу работать на уровне деревенского жителя. И это забавно, что тут люди оценивают друг друга по тому, как они выглядят. И опять же, я надеюсь, что этот менталитет в будущем изменится. Могу я уточнить, когда именно ты переехал сюда? Мы окончательно переехали в феврале 2022 года, но строительство началось еще до начала ковида. Мы планировали переехать немного раньше, но мы не могли покинуть Австралию в это время, так как не было никаких авиасообщений. Мы наблюдали через камеры. Ты можешь себе представить, сидеть в Австралии и смотреть через камеру, как люди строят твое здание. И, естественно, правила безопасности были другие, не такие, к которым я привык в Австралии. Но это был интересный опыт для меня. С какими странами ты бы мог сравнить пейзажи и природу этого региона? Например, я слышал мнение туристов, что он напоминает штат Аризона в США из-за красных скал. Это забавно, что ты упомянул Аризону. Я бы лично сравнил с Ютой, потому что здесь камни и горы такие, как в Юте. Даже немного напоминает Австралию. Конечно, в Австралии нет высоких гор, но цвет пейзажа, на мой взгляд, похож. Вокруг Нараванка красивый природный ландшафт. Это довольно уникальное место, которое я нигде не встречал. И что мне действительно нравится здесь, это то, что тут много исторических мест. Например, недалеко отсюда находится старинный мост невероятной красоты. Если ты поедешь в Аризону или Юту, ты не встретишь там никаких исторических мест. Ты будешь просто окружен красивой природой, поэтому сложно с чем-то сравнивать. Я сам репатриант, я знаю по себе, что при переезде человек сталкивается с различными трудностями. Не мог бы ты рассказать, с какими трудностями ты столкнулся? В Армении очень любят посплетничать, как бы не было стыдно это говорить. И в маленьких деревнях тоже. Хорошо, что мы находимся как бы на краю деревни, а не в самой деревне, и у нас сохраняется приватность. Но случались и забавные, приятные ситуации. Например, мы с женой любим прогулки, мы не любим хвастаться, и у нас даже нет машины. И когда мы прогуливаемся, всегда кто-то останавливается и спрашивает, не надо ли нас куда-то подбросить. В аналогичной ситуации в Австралии это расценивалось бы как что-то небезопасное, а в Армении это очень приятная, безобидная ситуация. Это очень приятно, но с другой стороны я бы хотел, чтобы люди больше ходили и занимались спортом. Я даже не вижу в деревне, чтобы дети катались на велосипеде. Возможно, это связано с тем, что здесь водят очень быстро и опасно, и мы должны решить эту проблему.
Нам действительно нравится в деревнях, что дети всегда здороваются. На Западе дети не будут с тобой здороваться, потому что незнакомцы расцениваются как опасные люди. Очень много плюсов в том, чтобы жить в маленькой деревне. Но с другой стороны, очень важно выстраивать правильную коммуникацию с местными жителями, потому что это маленькое общество со своей культурой и особенностями. Расскажи, на каком языке и как ты беседуешь с местными жителями? Я владею небольшим словарным запасом на армянском и на русском языках. Этого достаточно, чтобы избежать передряг. Я не очень хорош в языках, но моя жена эксперт. Самое интересное то, что здесь очень легко контактировать с людьми. Я лично могу говорить с работниками, используя простые жесты руками. Конечно, иногда возникают небольшие недопонимания. Это из Таиланда, мелкая резьба по дереву. Красивая работа. Можешь рассказать про лифт? Да, это лифт из Китая. Кстати, в Армении очень сложно найти мастера по лифтам, который мог бы вам в доме его установить. Ты можешь себе представить, какая это трудная задача на несколько месяцев. Нужно соблюдать особую технику безопасности. Лифт очень удобен для гостей, не нужно подниматься по лестнице с тяжелыми сумками. Кроме этого, нам обязательно нужно думать о людях с ограниченными возможностями. Для них у нас предусмотрены особые условия. У входа есть пандус. Пойдемте посмотрим номера. Наши номера не пронумерованы, они названы в честь провинции Армении. Например, этот номер называется в честь области Катайк. Это стандартный двухместный номер. Ванная комната оснащена джакузи, туалетом и душевой кабиной. Как видишь, зеркало украшено бабочками и нашим логотипом. Думаю, человек, который создавал это зеркало, чуть не сошел с ума из-за такого количества деталей. Это стандартный номер со множеством интересных особенностей. Но самое важное из них — это то, что ты можешь хорошо отдохнуть и выспаться. Первым делом, когда ты заходишь в номер, ты хочешь достать свой багаж и разложить свои вещи и лечь в постель. Это матрасы высокого качества с египетским хлопком. В каждом из этих номеров есть балкон с красивым видом на реку Арпа и на сад роз. Я вижу церковь Арени там. Да, это церковь Святой Богородицы, которой больше 700 лет. Если посмотреть на ту вершину, то иногда там можно увидеть горных козлов. Эти номера также оснащены дополнительными раскладывающимися диванами, так что если с вами ребенок, то диван можно использовать как дополнительную кровать. Кроме того, если вы приехали в отпуск большой семьей, эти комнаты соединены между собой через эту дверь. Это частая практика на Западе. Во время строительства нам нужно было хорошо объяснить строителям, чего мы хотим. В этой комнате находится большая двухместная кровать размера king size. У нас есть 8 номеров, которые так соединены между собой, 2 президентских номера и 2 бюджетных. На Виноградниках мы сейчас строим музей, где будет номер для молодоженов с видом на реку. Это стандартные номера размером 50 квадратных метров. Сколько людей работали над строительством этого здания? Мы привлекли к строительству примерно 15-20 семей и гордимся этим, потому что мы смогли дать работу местным жителям. И надеемся, что когда у нас будет больше посетителей, мы сможем принять на работу больше местных жителей. Давайте пройдем к президентским номерам. Здесь находится общая зона? Да, это общая зона. Тут место для завтрака. Обратите внимание на лестницу. Она сделана из камня мамик. Знаете мамика? Это архитектор монастыря Нараванг и церкви святого Аствацацин, которую мы только что видели. Это особый камень. Подоконники также сделаны из него. Конечно, это немного дорогое удовольствие, но мы хотели, чтобы наши гости насладились частью культуры этой области. Это абрикосовое дерево, из которого делают знаменитый армянский музыкальный инструмент дудук. Мы еще находимся на стадии ремонта, как видишь. Мы сейчас идем в номер Ваядзор, который практически закончен.
Размер номера 100 квадратных метров. Он состоит из 4 комнат. Здесь находится зал, где могут расположиться VIP-персоны. Обратите внимание на этот стол. Я приобрел его в Новой Зеландии. Это итальянский мрамор. А тут красивый журнальный столик, сделанный из палисандра из Юго-Восточной Азии. Палисандр – это очень редкий и дорогой сорт древесины. Также мы решили украсить комнату такими приятными деталями, как эта картина со средневековым мостом из этого региона. Ну и, конечно, картина с вином Арени. Отсюда можно увидеть вертолетную площадку, спортивную площадку, мемориал, посвященный моей дорогой покойной теще. Обратите внимание на бабочку. Там посажена лаванда, которая привлекает бабочек. Когда люди будут подлетать к этому месту, первым, что они увидят, будет лаванда. Согласитесь, здесь очень красивый вид на горы. В той стороне, внизу, можно увидеть секретный лес. Не такой секретный, конечно же, потому что я тебе про него уже рассказал. Видишь беговую дорожку вокруг? Если вы любите побегать или даже походить, вы можете пройтись вокруг нашей территории. Интересно, что это место находится недалеко от главной дороги, но мы ничего не слышим, никакого шума. Это замечательное наблюдение. Мы намеренно расположили балконы в этом направлении, потому что с другой стороны оживленная дорога. В течение всего дня не слышно никакого шума. Также это солнечная сторона. Дорога довольно-таки загружена, много грузовиков. На этой стороне вы не услышите крики петухов, потому что они все в деревне с другой стороны, так что мы наслаждаемся только природой. Конечно, природа имеет свои звуки. Иногда мы слышим лягушек и птиц, но это приятные звуки. Видели вы здесь диких животных? Да, конечно, мы видели здесь горных козлов. Гости иногда смогут увидеть их из окон своих номеров. Мы видели следы медведей, слышали шакалов. К счастью, они находятся с другой стороны реки, не тут. Но в основном это птицы и бабочки. Так что фауна очень богатая. Наш символ — это бабочка. Мы постоянно удивляемся новым видам животных. Например, в реке Арпа рядом, помимо рыб, есть различные крабы и черепахи. Для людей, которые хотят побыть ближе к природе и зарядиться энергией, это главный повод приехать к нам. Я читал в вашем интервью, что ты говоришь по-армянски. Я говорю немного. Но все же ты учил. Я учу армянский, но это сложный язык. Сколько слов ты уже знаешь и какие трудности у тебя есть в изучении языка? Думаю, сложность заключается не только в возрасте, потому что чем ты старше, тем сложнее учить язык. Но еще, прошу меня извинить, армянский для меня немного нелогичный язык. Приведу пример. Возьмем слово «стакан», во множественном числе «стаканы». Но если я скажу «я хочу 2 стакана», то это неверно. Нужно сказать «дай мне 2 стакана». И почему тебе нужны буквы «во» и «ев»? И таких примеров много для меня. Во многих языках, чтобы показать мягкое или твердое произношение буквы, просто ставят ударение над буквой. Но в армянском используют 2 разные буквы. И, кстати, для меня буквы эти похожи. Позитивная сторона для меня, что язык очень красивый. Мне очень нравятся буквы. Это просто очень сложно в изучении для иностранцев, а также в понимании, как логически работает язык. Еще раз простите меня за мое замечание. Да, я понимаю. Я думаю, что в каждом языке есть своя уникальная логика и сложность. Это правда. Но я думаю, чтобы язык выжил в будущем, он должен быть практичным в использовании и изучении для многих людей. Не только для армян, но и для иностранцев. Насколько я знаю, современный армянский язык пришел из его древней версии — грабара. То есть был момент в истории, когда язык эволюционировал из-за тех или иных причин. Надеюсь, что в будущем он будет чуть проще для изучения. Еще я надеюсь, что больше людей будет говорить на армянском, и он выживет. Вы же понимаете, что все, что не подвергается изменению, может исчезнуть. Это неприятно осознавать, однако это так.
Нет идеальных языков, особенно английский. Как ты решил построить отель именно здесь? Во-первых, это не просто отель. Это основа для нашей благотворительной работы. Нам нужно было иметь место, куда бы мы могли приглашать людей со всего мира для развития этого региона. В частности, для сельского хозяйства, для развития образования и других отраслей. Потому что мы видим себя частью этого общества, хотим приносить социальную пользу, а не просто иметь заработок. Конечно, заработок тоже важен, но если у нас не будет хороших отношений с местными жителями, мы потерпим неудачу. Почему мы остановились тут? Потому что мы верим, что здесь есть большой потенциал. Это мой посыл для всех наших зрителей. По моему мнению, в Армении большие возможности. Главное — быть осведомленным о тех областях, где вы находитесь, о подводных камнях, и вам нужно говорить с такими людьми, как мы, так как мы прошли через взлеты и падения. Я думаю, что это хороший посыл, потому что многие люди говорят: я открою свой бизнес, буду получать прибыль, а что за пределами моего бизнеса, меня не касается. Здесь находится гардеробная. Она больше, чем аналогичная такая комната в некоторых квартирах Армении. Мы только установим это зеркало. Здесь находится комната для личной охраны VIP-персон. Когда мы закончим, тут будет двойной джакузи. Думаю, это подходит для людей такого статуса. Почему бы нам не спуститься в спортзал? Мы только закончили установку спортивного покрытия. Не поверите, как сложно было его найти. Практически невозможно в Армении. Я нашел единственный магазин, где он был. Тут у нас массажный столик из Таиланда, который я там купил. И снаружи мы устанавливаем бассейн. Вот тут. Бассейн будет с видом на реку. Это очень красиво. Насколько я знаю, в деревне Арени и вокруг нее находятся только гостевые дома, а гостиниц нет. Все верно. Тут в основном гостевые дома. И тут мы строим еще одну комнату. Это будет игровая. Здесь 85 квадратных метров. Место отлично подойдет и для проектора. То есть для просмотра фильмов? Да. Кинотеатр, настольный теннис или просто место для отдыха. Мы решим это чуть позже. Тут лифт из Китая. Складное помещение, гараж. Это наши прекрасные строители. А Вик — эксперт по дереву. Кто бы мог подумать, что в Армении такие традиции по деревообработке, но найти специалиста по дереву очень сложно. А Вик сейчас работает над балюстрадой, перилами, редкий по своему мастерству специалист. Так что мы очень счастливы, что он в нашей команде. Я думаю, что я знаком с Ховиком. Он работает в пещере Арени-1, неподалеку, верно? Да. Он очень хорошо знает историю этого региона. Нам очень повезло, что он с нами. Ну что, пойдем на улицу? Какой размер всей территории? 8000 квадратных метров. Давайте направимся в эту сторону. Здесь мы пробуем вырастить новые сельскохозяйственные культуры для местных жителей. Тут находится киви. Это мы привезли из Австралии байзеновые ягоды, гибрид малины и ежевики. Если мы сможем вырастить их здесь, это будет хорошей новой сельскохозяйственной культурой для местных жителей. И ты сможешь сделать сок или варенье. Все, что захочешь. Почему бы и нет? Это ежевика. Как видишь, мы работаем над вертолетной площадкой, чтобы использовать ее по-разному. Например, для проведения концертов. Я заметил, что нет никакого мусора в реке и вокруг реки. Это отличное наблюдение. Мы потратили много времени, чтобы очистить реку. Больше года. Там было очень много мусора. Было столько мусора, просто не верится сейчас. Мы постоянно собираем мусор. Не знаю, как так можно. В любом случае, мы стараемся поддерживать чистоту. Это мемориальный фонтанчик в честь моей тещи. О, этот шланг не должен тут быть. Этот фонтан работает без насоса. Все должно быть зеленым, если это возможно. Это мемориал, посвященный моей теще. К сожалению, мы потеряли ее из-за ковида. Мы вспоминаем ее на этом прекрасном месте. Тут должны быть несколько черепах, они где-то прячутся. Кажется, я их вижу. Наверное, они здесь.
А нет, это камень. Видимо, они где-то прячутся. Тут направление в секретный лес. Мы его так называем. А это домик хоббитов. Ну, я шучу, конечно. Тут находится насос. Но мы сделали его таким забавным для детей. Здесь находится канализация, она отдельная, и мы не подключены к местным системам. Позже я покажу тебе солнечные панели. Все на этой территории автономное. Очень красиво. Да, мы думаем, что здесь очень красивое расположение для свадеб и для приватных мероприятий, потому что есть секретный лес. На русском это называется гамак, верно? Да. И тут мы делаем арку для молодоженов. Люди могут провести свое время на природе, и это будет очень красиво. Я считаю, что молодые люди должны иметь разные возможности во время свадьбы и провести свое время там, где им больше нравится. Могут ли здесь люди устраивать кемпинг? Нет, но местные жители могут приходить сюда бесплатно и провести свою свадьбу здесь. Им не обязательно оставаться в гостинице. Но мы хотим, чтобы местные люди могли прийти сюда и проводить мероприятия. Со стороны музея территория также общедоступна. В течение дня любой желающий может посетить часть музея, чтобы насладиться видом на реку. То есть ни в коем случае мы не хотим ограничивать посещение желающих. Мы только ограничиваем небольшую часть территории для гостей, которые хотят приватности, но все остальное общедоступно. А еще у нас есть некоторое количество таких электронных приборов из Австралии, которые отпугивают змей. Они вибрируют и заряжаются на солнечных батареях. Я не видел, чтобы местные жители использовали такие устройства. Да, мы приобрели их в Австралии. Это дорогое устройство? Я, кстати, их видел в продаже и в Армении. Я не могу вспомнить точную стоимость, но думаю, где-то в районе 25-30 долларов. О, не так дорого. То есть он вибрирует, когда змея подходит, верно? Нет, они вибрируют постоянно, с перерывами, и таким образом их отпугивают. Не мог бы ты рассказать о проектах, над которыми вы работаете? Ранее ты говорил о культурном музее в Орени под открытым небом. Ты также говорил о Международной технологической школе Орени и других программах. И как другие люди могут участвовать в этих проектах? Могут ли они сделать пожертвования? Если они хотят инвестировать, могут ли они связаться с вами, чтобы получить совет? Конечно. Я приведу тебе пример о проекте, который мы задумали. Он объединяет Россию с этой частью Армении. Это вас удивит, но кое-кто из семьи моей супруги родом из Оренбургской области. И в этой области обитают известные оренбургские козы, которые обладают поразительной шерстью, из которой получают ткань лучше, чем кашемир. Ты думаешь, кто-то об этом знает? Возможно, знают в бывших советских республиках, но не в других странах мира. И эти козы должны расти в определенных условиях. Они должны быть в климате с холодной зимой, чтобы иметь шерсть. И в Армении, в горах, есть место Ехигис, где, как мы думаем, можно держать этих коз. По крайней мере, мы должны попробовать разводить их в Армении. Это один из проектов, который поможет местному сельскому хозяйству стать более разнообразным. Я не тот человек, который легко сдается. Я из тех людей, которые пробуют разные варианты. И в этом проекте важно, что мы можем привлечь для работы женщин, потому что требуется работа с шерстью. Нужна правильная техника работы с этим нежным материалом. Кстати, я не настаиваю, что только женщины могут справиться с таким деликатным материалом. Я просто хочу сказать, что это очень тонкая работа и требуется особая подготовка. Могу привести в пример еще множество проектов не только в деревне Орени. Скажем, Смбатаберт. Это крепость в облаках, невероятно красивое место. Ты не можешь туда добраться просто так, если только вы не пройдете пешком 2 часа в горах, или если у вас нет лады Нива, которая может легко преодолеть этот путь под наклоном 45 градусов. До того, как я впервые побывал там, я думал, что подняться туда почти невозможно, пока не увидел Ниву, которая легко преодолела этот путь. Я не мог этому поверить, поэтому я стал уважать ладу Ниву.
Но почему бы там не построить канатную дорогу или не развивать экстремальный туризм, экстремальную авиацию на летательных аппаратах, таких как параплан? Я не буду раскрывать всех секретов, но есть много всего, что можно развивать. Взять пример с Новой Зеландии, которая является столицей мирового экстремального туризма, куда люди приезжают, чтобы заняться параглайдингом, прыжками с парашютом. Армения тоже может это делать, особенно привлекая молодых людей. Почему бы и нет? Давайте сделаем это. Вы производите свое собственное вино? Да. О, у меня тут есть наша бутылка. Красивая этикетка. Да, немного маркетинга. Кстати, эта этикетка немного отличается от обычных этикеток, которые вы увидите на бутылках армянских вин, потому что на ней изображен сорт винограда, и на многих армянских винах вы не увидите информацию о сорте винограда. Чаще всего там просто указано, какое это вино. Сладкое, полусладкое, сухое. Для нас было важно, чтобы люди понимали, что наше вино сделано из сорта местного автохтонного винограда Орени. Конечно, у нас есть и другие сорта, например, кишмиш, но это именно сорт винограда Орени, который был найден в пещере Орени-1. Это старейшая винодельня в мире, и если бы это было на Западе, вокруг этого исторического места было бы 50 отелей. Очень важно подчеркивать такие факты, поэтому наше вино в том числе используется в целях маркетинга этого места. Мы убеждены, что оно самого высокого качества. Мы верим, что когда ценители вина узнают о нем, они приедут сюда. Если ты спросишь в Австралии, где самая старая винодельня, они скажут Испания или Италия. Они не знают, что она находится в Армении. Как много ты путешествовал в Армении, и какие регионы тебе больше всего понравились? Мне посчастливилось путешествовать по всем регионам Армении, включая Арцах. Это невероятно разнообразная страна. Поскольку мое детство прошло в Новой Зеландии, мне больше понравились Лари и Тавуш. Это очень зеленые и красивые регионы. Для меня Армения — это маленький кусок рая, потому что у нас более 300 солнечных дней в году. В год тут выпадет только 300 миллиметров осадков. Эта местность немного похожа на Тавуш, потому что тут много зелени и солнца. Я хотел бы узнать, как долго вы строили это здание? Если говорить на эту тему, тогда нам понадобится еще пару часов общения, и это будет совершенно другое видео. Но если говорить вкратце, процесс занял 2 года. То есть мы закончили финальные работы в апреле 2023 года. Это был очень трудный путь, потому что здесь очень сложно найти хороших мастеров. Они не используют современные технологии и не соблюдают надлежащие правила безопасности. С моим авиационным образованием мне сложно наблюдать, как люди грубо нарушают правила безопасности. Из-за этого тут люди перестраивают несколько раз одно и то же, но почему нельзя сразу сделать как следует? Скажу честно, и это не должно остановить твоих зрителей от инвестиций, но у нас были действительно некрасивые ситуации. Мы должны были взаимодействовать с муниципалитетом, но они не хотели решать наши некоторые проблемы. За любой бумажкой нужно обращаться к нотариусу. Такого нет на Западе. Ты должен вести бухгалтерию каждый месяц. Каждая накладная должна пройти через бухгалтера. Но самое плохое — это то, что со стороны закона очень мало защиты для инвесторов. Ты пойми, я не хочу быть негативным и говорить, что тут все плохо. Нет, наоборот. Тут есть много положительных вещей. Но если мы поймем, в чем наши слабые стороны, то мы станем сильнее. Если мы кому-то сможем помочь советом, то вы можете обратиться к нам по электронной почте. Мы будем рады помочь и ответить на ваши вопросы всем, кто хочет приехать в эту прекрасную страну для инвестиций. Только не говорите со мной об инвестициях в Ереване, там уже их достаточно. Но если вы хотите инвестировать в регионы, то я только буду рад помочь. Это абсолютно бесплатно. Я просто хочу помочь людям. Строительство было очень сложным и долгим, но мы гордимся тем, что мы сделали.
И я надеюсь, что люди перестанут меня спрашивать, когда вы планируете закончить, потому что такие проекты, как этот, никогда не заканчиваются. Нам следует всегда быть инновационным, продолжать совершенствоваться. Мы надеемся, что когда приобретем больше опыта и знакомств, мы сможем помочь не только себе, но и другим. Ты помнишь тот день, когда вы впервые приехали и увидели эту территорию? Да, я даже снял видео. Мы были в шоке, что никто ничего не строил на этой прекрасной территории. Конечно, чуть выше находится канал, который не давал людям перейти на эту сторону, и это мешало им здесь что-то строить, потому что не было моста. Это мы построили мост, через который ты сюда приехал. Мы провели все необходимые коммунальные услуги, но все это стоило больших денег. Здесь уже что-то было до вас? Нет, ничего не было, только фруктовый сад. Итак, вот тут ты можешь увидеть, как далеко я нахожусь от дома. Я немного скучаю по регби. Но надеюсь, что пару месяцев в год я смогу бывать в Австралии. Это какого-то рода обязательство. Мы с женой не могли увидеть моих родных несколько лет из-за строительства. Кстати, верхняя часть крыши открывается, я покажу тебе позже. Мы ожидаем VIP-гостей на этой неделе, поэтому там висит американский флаг. Это не значит, что мы проамериканские, просто мы ожидаем гостей из США и проявляем так свое уважение. То есть флаги меняются? У нас также были гости из Болгарии, поэтому там флаг ЕС. Но армянский флаг будет висеть всегда, да? Да. И ты, кстати, заметь, что армянский флаг висит выше всех остальных. Итак, тут каменная композиция. Это приятное место, где можно сесть в ночное время и понаблюдать за звездами, когда нет дождя. Кстати, тут очень редко идет дождь. Только на прошлой неделе было дождливо, что хорошо для деревьев. А какие фрукты у вас есть? Многие из этих деревьев это персики, но у нас есть яблони, груши, айва, вишня, множество других различных деревьев. И виноград. Да, он находится немного выше, я покажу позже. Мы отдыхаем летом и наслаждаемся различными фруктами. Эти шланги расположены под землей таким образом, чтобы мы могли использовать нужное количество воды, чтобы поливать деревья. Некоторые местные жители используют очень много воды для орошения, но это нерациональное использование ресурсов. Это фундуковое дерево и место, где моя дочь преподает английский язык местным жителям, и это также приятное место для встреч. Тут также можно спрятаться от жары под деревом. Мы называем это Арени Танир, потому что тут довольно жарко, как в печи Танир. Но летом под деревом рядом с рекой чувствуешь себя очень хорошо. Здесь начинаются виноградники. Им по 60-70 лет, и вы видите, что виноградники были выращены не для коммерческих целей. И, кстати, мы не используем химикаты для наших виноградников и растений. Это здание перед нами – музей, который мы строим. В нем также будет номер для молодоженов, о котором я рассказывал. Ключевая идея в том, чтобы здание выглядело как элемент средневековой каменной деревни рядом с рекой. Это также место, где местные художники и ремесленники смогут демонстрировать свои ремесла, например, ковроткачество. И туристы будут ощущать себя, как будто они в столетней деревне. Прямо как в гостинице Туфинкян в Дилижане, где ремесленники работают в мастерских, куда могут зайти туристы. Я слышал, что ты также открывал компанию для сбора средств для помощи Армении. Да, но это было очень сложно, потому что многие люди не знают, где Армения, и у них нет доверия. Доверие – это большая проблема. Чтобы завоевать доверие, мы должны сначала построить что-то. Но когда нет денег, сложно это. Получается замкнутый круг. Но мы все равно работаем. Итак, эта зона будет доступна для посещения всех желающих. Тут мы работаем над велосипедной дорожкой, которая будет идти до пещеры Арени-1. Тут мы построим мост, он будет называться Титер-Камуш. В переводе с армянского «мост-бабочка», потому что он будет в форме бабочки и объединит эту сторону с противоположной. Видишь в реке белую птицу? О, что это? Это маленькая цапля. В будущем дети будут кататься на той стороне на велосипедах. И не только дети, потому что здоровый образ жизни важен для всех. Давайте направимся к музею.
А люди сейчас могут принять участие в вашем сборе? Я бы мог оставить ссылку. Да, конечно. Мы будем рады всем желающим. Тут мы выражаем свое почтение молодым людям, которые отдали свою жизнь за Армению. Григор был нашим соседом, он для нас герой, и мы также посадили тут гранатовое дерево в его честь. И по всей этой аллее будут расти гранаты. Итак, тут будут построены 12 маленьких зданий, и в каждом из них будет работать ремесленник. Посетители смогут наблюдать за их работой вживую. Это маленький дворик, фестивальный центр. Мы строим тут пешеходную дорожку. Строительство занимает месяцы, но эта дорожка дает приятное чувство того, что ты находишься в старой деревне. И да, мы с садовником строили эту дорожку много месяцев вместе. Тут находится мой хачкар. Я хотел создать символ, чтобы сказать людям, что нужно перестать ругаться между собой, сделать символ объединения. Тут изображен Сис и Масис, Ной, который принес виноград. Это изображение из церкви Сурбхач на озере Ван в Западной Армении. Здесь также можно увидеть символ Арцаха, и тут символ вечности с виноградом, который ведет к Арени. И это не просто символ объединения, но и символ того, что каждый должен способствовать развитию страны. Хачкар был сделан руками Нарине Паладян. Она живет в Гюмри, но родом из Ливана. Я думаю, что это особый символ современной Армении. Это очень красиво. Спасибо. Вот тот самый мост, который мы построили. Рядом с ним мы поставили новую электронную вывеску, которая указывает на гостиницу с главной дороги и на музей. Стоит отметить, что это дорога север-юг, из Еревана в Егнадзор. Все верно. И мы находимся всего в 100 метрах от знаменитой винной бочки Арени. Тут находится водный резервуар. Кстати, у нас нет надежной системы водоснабжения, поэтому мы запасаемся водой, чтобы не доставлять неудобства гостям, когда у нас отключают воду. Иначе как вы объясните гостям, что у вас нет воды? Тут скоро будет 40 солнечных панелей. Они будут расположены наверху напротив солнца и не будут мешать виноградникам, потому что солнце с этой стороны. Я не хотел устанавливать их на здании, потому что они бы повлияли на его вид. Я заметил, что купол у вашей гостиницы иногда открывается. Да? Это так? Хочешь подняться туда? Нет. Он открывается не только для вида. Я планирую установить там телескоп. Здесь одна из самых низменных частей Армении, а звездное небо в горах невероятно красивое. Многие люди из городов никогда не видели настоящего звездного неба. Как же будет красиво наблюдать за звездами оттуда. У каждого австралийца должен быть свой пляж, не правда ли? Итак, вот мой пляж. Это место для отдыха молодежи. Тут находится каменный столик для пикников. У нас много мест, где гости могут найти тишину и покой. Это очень важно. Это грецкий орех. Как много людей могут находиться одновременно на улице? Я думаю, мы можем принять несколько сотен людей снаружи. Вертолетную площадку можно использовать для свадебных церемоний. Если говорить про гостиницу, то 20-25 гостей. Помни, что это небольшая гостиница, она построена как эксклюзивный объект. Я хочу заметить, что мы стремимся не заселить большое количество людей, а создать комфортные условия для каждого, кто хочет хорошо отдохнуть и провести время на природе. У каждого человека свое представление о хорошем отдыхе. А что насчет мероприятий и тренингов? Они у нас тоже проводятся. Например, недавно с нами связались из Санкт-Петербургского университета для бронирования на неделю в июле. Мы ожидаем, что многие люди будут приезжать сюда на тимбилдинги и конференции. Я не показал тебе, но у нас есть конференц-зал. Мы находимся на природе, но у нас есть все технологические возможности. В этом и заключается наша идея. Многие люди из диаспоры говорят, что сталкиваются с трудностями при инвестировании в регионы, в том числе из-за проблем, о которых ты говорил. Исходя из вашего опыта, что бы ты им посоветовал? Во-первых, в регионах земля дешевле, чем в больших городах, но цены поднимаются, это правда. Если вы нашли хороший участок, не упускайте возможность. Люди здесь готовы работать, если им дать такую возможность. Хочу упомянуть нашего садовника Феликса. Он из деревни Арени, и он вместе со мной построил этот маленький рай. Тут есть возможность найти прекрасных сотрудников.
Конечно, некоторых специалистов найти сложно. Например, нам сложно найти шеф-повара. Другой пример. Было сложно привезти материалы, так как все находится в больших городах, в том числе в Ереване. И это все стоит денег, потому что нужно нанимать грузовики и привозить сюда. А в Ереване нет проблем с доставкой. Расскажи, как проходит твой день. Просыпаешься ли ты рано? Чем обычно занимаешься? Мы сейчас много работаем, поэтому у нас нет свободных дней. Когда ты находишься в строительстве, когда ты пытаешься развивать свой бизнес, это очень сложно. Сотни мыслей в голове. Постоянно думаешь о привлечении посетителей. Это очень важно для нашего бизнеса. Я очень благодарен за твой приезд сюда и за интерес к нам. Мы очень ценим это. Наши дни очень загружены, но иногда удается найти возможность погулять вокруг наших красивых садов. Мы наслаждаемся природой, и это помогает расслабиться. Когда мне нужно поехать в Ереван, я всегда нервничаю там. И когда я возвращаюсь обратно, несмотря на то, что у нас все еще идет работа, природа вокруг помогает расслабиться и отдохнуть. И это помогает нам жить. И последний вопрос. Что в Австралии знают про Армению? Есть ли в Австралии известные армяне? Я думаю, что австралийцы знают мало об Армении, если быть честным. В Австралии есть армянская диаспора в Сиднее, где проживает около 50 тысяч человек. Честно говоря, они не знают о связи Австралии, Новой Зеландии и армянской истории. И одна из моих задач — это изменить тот факт, что Австралия и Новая Зеландия не признали геноцид армян. Я был у мемориала к столетию геноцида армян, и я держал табличку, которую вы можете увидеть на нашем сайте. И мне стыдно, что страна, которая так много говорит о правах человека и ценностях, игнорирует эти ценности из-за своих политических причин. Это непростительно с моей точки зрения. Я очень надеюсь, что они узнают больше об этой стране от нас. Посмотрим, как мы сможем этого достигнуть. Если говорить об известных армянах, их немного в Австралии. Знаменитая певица Маша Мджаян с прекрасным голосом. Она помогла нам во время нашего благотворительного мероприятия в Сиднее перед нашим отъездом. Я очень надеюсь, что она посетит нас здесь и даст концерт. Это будет прекрасно. А еще Серж Танкян. Многие не знают, что часть своей жизни он провел в Новой Зеландии. В Новой Зеландии проживает где-то 100 армян. И я могу уверить вас, они очень активны. Они хранят частичку своей родины, несмотря на расстояние. Я показывал тебе указатель с расстояниями отсюда до разных стран. И там указано расстояние от Австралии и Новой Зеландии. Это примерно 30 и 50 тысяч километров. Точно не помню. Это интервью снималось несколько месяцев назад. На кадрах вы могли видеть, как в гостинице идет ремонт. Спустя пару недель после нашего интервью состоялось торжественное открытие, и гостиница стала принимать первых посетителей. Я оставлю все ссылки на Орени Лодж и проекты Лена в описании. Советую всем провести ваш следующий отдых в этом месте, чтобы поддержать Лена и этот регион. А с вами был Ишхан. Пока.